Самый популярный вопрос, который задают пользователи про кондиционеры. Какой выбрать, инверторный или обычный? А вот смотрите видео до конца, и мы на этот вопрос развернуто ответим. Ну и не только на него. Привет, я Даниил Головин, это Тостер. Рассказываем о технологиях для жизни. Поехали! Рядом со мной две новых сплит-системы Dantex серии Megapolis – инверторная и классическая on-off. Здесь простые формы, внутренние блоки, они компактные, смотрятся современно и минималистично. Есть на корпусе индикация температуры. Вообще передняя панель, она же сделана из органического стекла, это плексиглаз. Такое спокойное матовое покрытие, сатинат с приглушенным таким теплым белым оттенком. Реально заметна разница с обычными вот этими ярко-белыми глянцевыми кондиционерами. Эти кондиционеры Dantex, они просто хорошо вписываются в интерьер, не становясь в нем таким ярким акцентом. Потому что прежде всего это кондиционер, и вот об этом подробнее далее. Когда мы говорим инверторный кондиционер или классический on-off кондиционер, мы говорим о компрессоре. Он находится в наружном блоке и как раз и может быть инверторным или обычным. Различие в алгоритме работы. Обычный компрессор работает как рубильник, либо 100% мощности, либо 0. Включился на полную, охладил комнату до заданной температуры и полностью отключился. В комнате стало на пару градусов жарче, снова включился на полную мощность. Инверторный компрессор можно сравнить с регулятором громкости. Способен работать на любой мощности от минимума до максимума. Если хотите еще простую аналогию, то вот классический компрессор это как автомобиль, где есть только газ в пол и тормоз. Разгоняется до 100 км в час, бьете по тормозам до полной остановки, потом снова газ в пол. Такая странная манера езды. А инверторный это как авто с круиз-контролем. Едете себе стабильные 90 километров, плавно добавляя или убавляя газ на подъемах и спусках. Разница ощущается не только в комфорте эксплуатации. Инверторные модели Dantex Megapolis имеют, например, класс энергоэффективности А++, тогда как классический on-off класс А. Кроме того, максимальная длина трассы – это все нужные коммуникации между внутренним и наружным блоками у инвертора достигает 50 метров против 25 у классической версии. Я понимаю, сейчас сложилось впечатление, что я так прямо топлю за инверторный, да? Это не так. Смотрите видео до конца, и мы обязательно разберемся с тем, кому какой кондиционер, с каким компрессором, в каких ситуациях больше подойдет. А сейчас от различий перейдем к полезным функциям и технологиям. В этих кондиционерах они в целом идентичны в инверторных и классических моделях. Вот Dantex Megapolis. Распределение воздушных потоков. По мне так, для пользователя, особенно если часто находитесь в комнате с кондиционером, эта тема не менее важная, чем компрессоры. Здесь в Dantex Megapolis есть 3D распределение воздуха. В переводе с языка маркетологов это значит, что жалюзи кондиционера, они умеют двигаться одновременно в двух направлениях, вверх-вниз и влево-вправо. Что очень важно, горизонтальные и вертикальные жалюзи регулируются не вручную, а автоматически. Поток воздуха не бьет в одну точку, часть идет ближе к потолку, часть направляется к полу, часть в стороны. Прохлада распределяется по всей комнате, и при этом само охлаждение, оно мягче. Это круто. Естественно, можно выбрать и нужное направление потока, и задать его скорость. Это все есть, и это все тоже про удобство для владельца. Кстати, на минимальной скорости работы кондиционеры почти не слышно. У инверторных моделей уровень шума от 18 дБ. Это реально тихо и не мешает отдыхать. Кондиционеры Dantex Megapolis работают как на охлаждение, так и на обогрев. Конечно, в большинстве случаев мы используем кондиционер именно когда жарко, но все же в прохладные дни, в межсезонье, до подачи отопления или когда центрального отопления вовсе нет, режим обогрева способен сделать жизнь приятнее и комфортнее. Интересный факт: обогрев с помощью кондиционера это еще и где-то в 3,5 раза выгоднее по деньгам, чем спасаться от холода электрическими обогревателями. И тут важно, что инверторные Dantex Megapolis работают в широком диапазоне уличных температур, без каких-либо дополнительных
улучшений или затрат. Они охлаждают воздух при температуре до плюс 50 градусов и работают на тепло даже при минус 20 градусах за окном. У on-off моделей температурный режим не такой впечатляющий. Охлаждение до плюс 43 и обогрев до минус 7. Однако во многих случаях этого более чем достаточно. Основная задача кондиционера – контролировать температуру, то есть прохладу обеспечивать. Но у современных моделей есть и дополнительные полезные функции. Например, они могут сделать воздух чище. В этих кондиционерах Dantex есть традиционный такой фильтр против крупной пыли, предварительный. А еще фильтр холодного катализа. Он нужен для очистки воздуха от формальдегидов и других опасных газообразных загрязнений, а также для устранения неприятных запахов. Да, это неэффективность такого прокачанного очистителя с мощными фильтрами, но все же качество воздуха улучшается. Микроклимат дома более комфортный. Важнейший момент в эксплуатации кондиционера – это чистота самого кондиционера. Что-то самому можно и нужно отслеживать. Например, фильтр основной раз в месяц. Его очищайте, потому что если пыли много, кондиционеру приходится повышать мощность для обеспечения комфортной температуры. Это и шум, и расход электроэнергии, и рабочий ресурс, конечно. Но есть то, с чем кондиционер справится сам. Например, в Dantex Megapolis есть технология самоочистки внутреннего блока. Перед выключением вентилятор внутреннего блока некоторое время еще работает, просушивая теплообменник, чтобы не образовывалась плесень. Это хорошая профилактика появления таких неприятных загрязнений. Но тут надо понимать, что если плесень уже появилась, то потребуется механическая очистка все же. Есть здесь и еще одна полезная технология для долгой, такой беспроблемной эксплуатации. Покрытие Golden Fin на теплообменниках внутреннего и наружного блоков. Если говорить простыми словами, это такая дополнительная защита от влаги, коррозии и загрязнений. Для наружного блока это особенно актуально. Дождь, снег, пыль, перепады температуры – все это со временем влияет на состояние теплообменника. Golden Fin сильно снижает это воздействие. Вообще, обращайте внимание на такие вещи. Вроде бы мелочь какая-то, что-то там покрытие какое-то. А на длинные дистанции такие решения напрямую влияют положительно на надежность, на рабочий ресурс техники. Еще про технологии для комфорта дома. Режим защиты от промерзания, переохлаждения. Кондиционер будет поддерживать в помещении температуру около плюс 8 градусов. Так вы защитите, например, коммуникации от замерзания, если дома нет отопления или его еще не включили, а вас не будет какое-то время. Загородный дом, например. И не только коммуникации, сливные сифоны. В стиралках и в посудомойках всегда вода остается. Деревянная мебель. Двери, паркет тоже не любит заморозки. Растения комнатные. А если кондиционер стоит в хозблоке, там еще куча всего может быть, что не любит мороз. Краски, лаки, пластиковый инвентарь садовый. В общем, режим полезный, помните о нем, может пригодиться. И еще очень полезный режим, мы так подробно разбираем эти модели, сохранение настроек при кратковременных перебоях электроснабжения. Я живу в доме 47 этажей, где такое, увы, случается регулярно. Пару раз в неделю бывает. Электричество отключается секунд на 5-10 и опять включается. В этом случае не надо будет снова настраивать кондиционер. Он продолжит работать с актуальными для вас настройками температуры и распределения потока воздуха. Плюс есть защита именно от перепадов напряжения. Если такое случится, то кондиционер не сгорит. Но тут все равно рекомендую, если подобные проблемы бывают, использовать стабилизатор напряжения отдельный или реле защиты. Для пущей надежности и спокойствия, в конце концов, и другую вашу технику это тоже поможет защитить. Теперь про управление. Здесь мегаполисом, честно говоря, есть чем удивить. По порядку давайте. По классике предусмотрен пульт дистанционного управления. Есть возможность удаленно контролировать работу кондиционера со смартфона через мобильное приложение. Например, включить перед возвращением домой, чтобы к приходу было прохладно или, наоборот, тепло. Можно управлять и голосом с умной колонкой Алиса.
Алиса, включи кондиционер. Получилось. Алиса, температура 24 градуса. А еще же можно сценарии создавать. Например, уходите из дома и говорите: Алиса, я ушел, и выключается свет, телек и кондиционер. Или наоборот, я дома, и включается свет, музыка, кондиционер начинает работать. В общем, опять же, вариантов масса, и это реально удобно и легко. Нужно только один раз настроить. Ну да, и вот в плане управления у Dantex Megapolis есть еще отдельные такие крутые фишки. Смотрите. Первое – это проводной настенный контроллер, или, проще говоря, настенный проводной пульт. Ну, вот обычный пульт, его можно потерять, там, забыть в другой комнате. Дети или животное домашнее может просто сломать его. А проводной пульт, он устанавливается на стене и всегда находится на своем месте, как выключатель света. Ну, реально удобное решение для повседневной жизни. Так, ну и вот для большинства вот этих способов управления, наверное, уже достаточно. Но если вы планируете полноценный умный дом или уже живете в таком, то могу сказать, что эти кондиционеры поддерживают для этого распространенный протокол Modbus для беспроблемной интеграции и автоматизации работы кондиционера. И это очень круто. Если брать весь массив бытовых кондиционеров, то мало кто может похвастаться такими интеграциями. Причем здесь это актуально и для инверторных моделей Dantex Megapolis, и для on-off. Благодаря этому кондиционер реально можно встроить в единую систему управления домом или зданием и объединить с отоплением, с вентиляцией, с освещением, со шторами, с датчиками присутствия, даже с погодными станциями. То есть кондиционер не просто выполняет голосовые команды, а становится частью общей автоматизации объекта. Ну и отвечаю на вопрос, какой же кондиционер взять домой. Инверторный Dantex Megapolis, если кондиционер будете использовать часто, он будет работать подолгу в жарком климате все лето, да еще иногда половину весны и осени. В этом случае важно уменьшить расход электроэнергии. И вот инверторный контроль мощности компрессора позволит это сделать. Здесь высокий класс энергоэффективности А++, поэтому при регулярной эксплуатации затраты на электроэнергию будут ниже. Ну и износ компрессора с инвертором меньше, что важно, когда кондиционер, вот такая реальная техника первой необходимости. Еще у инверторных моделей, напомню, длина трассы, хладагент, коммуникации до 50 метров. Это дает больше свободы при выборе места установки наружного блока. Это актуально для частных домов больших, для больших квартир, может быть, для объектов со сложной планировкой. В спальню, в детскую, пожалуй, тоже лучше инвертор, потому что практически нет колебаний температуры от заданных значений и тихая работа, и нет периодических щелчков, ощутимого гудения на максимуме. Классический компрессор и кондиционер с ним – это никакой не устаревший вариант, просто теперь у него своя ниша тоже. Его берите, если используете кондиционер нерегулярно. Вот как в Москве, то жара неделю, то 2 недели и без кондиционера окей. Вот на неделю жары on-off нормально будет. Megapolis on-off тоже имеет высокий класс энергоэффективности А. Трасса до 25 метров. Этого более чем достаточно для большинства стандартных квартир или частных домов. И да, в серии Dantex Megapolis есть модели разной мощности от 2 до 7 киловатт, рассчитанные на разную площадь помещения. 20, 25, 35, 50, даже 70 квадратных метров. Так что вариативность тут отличная. Ну что, инвертор или классический on-off, когда, какой, кому брать, выяснили. Про новые, технологичные и весьма адекватные по цене, кстати, кондиционеры Dantex Megapolis я все самое главное рассказал. Тостер рекомендует хорошие современные кондиционеры за вменяемые деньги. Если остались вопросы, задавайте в комментариях. Поделиться опытом своим с кондиционерами, тоже туда же. Лайк, если видео полезно. Это Тостер. Рассказываем о технологиях для жизни. Подписывайтесь.